Так, мы вышли с Норой. Едем, куда я говорила, куда планировали. В утреннем ролике я вам рассказывала. Мы с Норой должны поехать проверить. В общем, нас попросила моя подписчица, написала мне на почту посмотреть, оборвалась связь с ее отцом, жив ли отец. Это в 11 километрах от меня, на другом районе. Сейчас мы идем до метро, сядем на метро, я вам покажу. Еще были вопросы, как это могла оборваться связь. Ну, я вам скажу легко и просто. Даже если у человека был номер телефона, люди, вы понимаете, живут по разную сторону баррикад. В разных странах были номера телефонов друг у друга, но отец перестал, я так понимаю, выходить на связь, потому что все что угодно могло случиться. Мог потерять телефон, могла карточка заблокироваться, но перестал человек выходить на связь и спросить не у кого. Только местные могут как-то помочь по адресу, пойти посмотреть, чем мы сейчас займемся. Еще такой был комментарий, Норочка, разблокируй мне, интересный. Ой. Сейчас я вам скажу. Как правило, война объединяет и делает людей сильнее. Почему происходит обратное? Над этим, к сожалению, никто не задумывается. Правда. Вот я задумалась прямо над этим комментарием. Действительно, есть истина в этом, да? Надо подумать. С одной стороны, я вам рассказывала о ситуации, когда люди объединялись, а с другой стороны происходит как-то иногда и по-другому. Норочка, еще к тебе был вопрос у людей. Ну, идем, и я сейчас буду тебе задам вопрос. Почему ты сама не пошла за канцтоварами? Ты же такая большая девочка, что ты сама за канцтоварами не пошла? Нет, ну ты бы взяла деньги и пошла. А как же самостоятельность? Ну, тебе интересно было выбрать с мамой товары или я тебя насильно сказала? Вопрос, почему сама не пошла? Потому что. Почему? Потому-то. Мы в метро. У нас будет 2 пересадки. Нам нужно с одной линии перейти на другую линию, потом еще на одну линию и проехать энное количество остановок. Короче, доехали мы с Норой до одной станции, чтобы перейти на другую, а здесь проход заборонено в зв'язку з проведенням ремонтних робот. Нам надо ехать обратно, Норка. У нас какой-то новый поезд. Такого раньше не было. Так, мы с Норой приехали. Как вы можете видеть, на какую стадию, говорю, простите, станцию. Сейчас солнце светит, вообще ничего не вижу. Так, смотрите, мы на Алексеевке, я здесь не была уже года, наверное, 4, как минимум. Да, наверное, года 4. Сейчас мы включим навигатор, будем с Норой искать. Что хочу еще рассказать. Доехали с приключениями, но доехали. Что еще? Классы мы видели в метро. На 2 станциях метро мы видели классы застекленные с шумоизоляцией. Но вот на этой станции еще только окна вставляют, поэтому я не знаю, как завтра детки пойдут в школу. Кстати, кто не видел мои предыдущие ролики, кто только к нам присоединился, я хочу подчеркнуть, что в Харькове дети идут в школу в метро. У нас построили подземную школу в метро. Только 1, 2, 3 класс. Остальные дети остаются на дистанционном обучении. То есть теперь вживую только 3 класса образования. Ну, вот так вот. Потому что такая обстановка, такая жизнь. Ладно, мы включаем навигатор и пойдем искать наш адрес. Ну, вернее, не наш, а который нам указали. Идем вообще как на экскурсии. Здесь все отличается от нашего района. Смотрите, какую сделали инсталляцию, не знаю, как это назвать. И мы еще и скотчем примотали к руке зонт. А здесь тоже очень интересно. Вот такое видели когда-нибудь на Березе? А вот такую вот маску. Это еще не все. На этом еще все не закончилось.
Нора, здесь какой-то живет креативный человек. Смотрите, жирафчик, индианка и слон. Нора, ты такое видела когда-нибудь? Ты удивилась играющим дедушкам в Я не удивилась. домино? Как не удивилась? Ты скажешь, ты первый раз в жизни такое видишь. Мне это показалось забавным. Видишь, у тебя какая экскурсия сегодня была по городу, где ты никогда в жизни не была. А все еще. Мы, в общем, с Норочкой в поиске дома сейчас идем, а тут за столиком много дедушек играют в домино. И Нора идет с распахнутыми глазами. Говорит, я никогда такого не видела, это так мемно. Но я никогда ребенок не видел, как, знаете, вот раньше собирались и играли в домино. Мужчины, мы не можем... Про это шутят, я этого просто не видела. Теперь увидела? Увидела, теперь счастлива. Фух, мы немного заблудились. Сейчас будем... У кого не спросим, никто не знает. Сейчас будем искать. Не знаете? Это в первом? Спасибо большое. Спасибо большое. В первом, да? Да. Да. Во втором подъезде. Спасибо большое. Спасибо. Мы встретили мою подписчицу. Я спросила, а вы не подскажете, где? Она говорит, а это вы, Таня? Я смотрю ваш канал. Представляете вообще? Но она не знает этого мужчину. 37-я квартира. Сейчас мы узнаем. Мы попробуем узнать. 37-я, это вообще первая здесь. Ну да. Зачем я К, правильно? Да. А почему оно off? Выключено, типа, выключи, не знаю. Ой, там кто-то выходит. Сейчас кто-то выходит, мы зайдем. Ну, я спрошу. Ты потом не выйдешь, да? Как мы не выйдем? Если ты зайти уже Ты не постоишь тогда. можешь. А что я сделаю? Здравствуйте. Подержи. Постою. Стой. Нора, стой. Я боюсь еще. Я думаю, вы понимаете, почему. Переживаю немного. Здравствуйте. Если мне вообще кто-то откроет. Здравствуйте, а мне нужен Василий Васильевич. Его уже нету. А, Вот бабушка моя гуляет на улице, его уже нет. Может, давно нас умер. Я поняла. Примите соболезнования. Меня попросила, я просто блогер, и у меня свой канал, и попросила меня узнать, написала мне письмо его дочь, все ли с ним в порядке. Уже давно нету. К сожалению. Угу. Папы уже нет. А давно? Ну, когда он умер? Когда еще во Франковске было, месяц назад. Месяц даже больше. Месяц Ну, назад бабушка умер? рядом, да, на улице. А на улице где? Может, Ну, я ты, спрошу? ну, ты, наверное, видишь ее, помнишь ее, нет? Ну, ты с хвостом такая полная. А как ее зовут? Ольга Петровна. Спасибо большое. Спасибо. Василий Васильевич умер месяц назад. Сейчас я найду женщину. Сейчас. Но они нам не отвечали. Угу. Вот. Угу. Ну, похоронили его. Год назад похоронили? Да. Так, а сейчас ваша дочь сказала, что месяц назад. Она ошиблась, да? Год и месяц назад. Год и месяц. Он умер 26 июня. Угу. Вот, умер. Угу. Завтра ему день рождения. Угу. 83 года. Угу.
Ну а что? Ну вот она просто, ну я вам просто говорю, я харьковский блогер, она просто попросила, написала мне А на вы по почту. телевизору не выступаете? Да, вы, наверное, А я всё смотрите. время вас Диана смотрю. Антиквар. Да. Смотрите, да. Вы Да. представляете, вот она мне написала, Я стояла, вас что просто можете. сначала узнала, а потом не узнала. Представляете вообще? Да. А она мне написала и говорит, можете сходить посмотреть, ну спросить просто, жив ли мой отец. Я говорю, без проблем. Мы сейчас Нет, приехали он на умер. метро. Ну, в общем-то, А она не ваша дочь, получается. это мой второй муж. А, Но мы с мгм, ним прожили 46 лет. мгм. И у вас потерялись контакты, да, и вы не смогли друг другу. Ну, когда Ей война сообщить, началась, да. понимаете Мгм. как, у меня сын во Львове, Мгм, дочка была в Западной Украине, я была Мгм. одна, он Мгм. умирал. мгм, Я пыталась найти Свету, там, мгм, сестру. мгм, Мы нашли ее в Вайбере, мгм, но она нам не ответила. мгм, Мы писали. мгм, Света, у нее Мгм. фамилия не Тырсенко, а другая. Сейчас я знаю другую. Вот. Мы ее не смогли с ней связаться, а эту я, мгм. ну как сказать, не искала. Мгм. Искать некому. Ну да. Представляете, у меня уже скоро будет, мне сегодня человек написал, ты как будто жди меня. Да, точно. Я, кстати, подошла к первому сейчас подъезду, или какой он там, ну, к последнему, к тому. Спросила, а вы не знаете, где 52? И женщина такая тоже, я смотрю ваш канал, это вы. Да, я тоже смотрю ваш канал. Примите тогда мои соболезнования тоже. Да, умер. вот мы завтра ему будет год. Мы уже сегодня посмотрели все фотографии. Представляете, и я пришла. Да, все это вспоминаем. Вот, а дочка просто перепутала. Мгм, Ну, уже даже не месяц, уже 2, мгм. июля-август. Ну да. Он умер 26 июня. Войну воспринимал он, но у него было в последнее время Мгм, потеря памяти. Где-то с полгода. мгм, Но спасти его никто не смог. мгм. Вы знаете, еще так болел. Вот вызываю скорую, они говорят, Мгм. дайте человеку умереть. Мгм. Можете представить? Вот могу. Я А своей я одна. соседке так вызывала скорую, А да? я одна, да. Да, вообще я не одна. И хотели они ехать, 3 да. раза отказались. Ой, ну ладно, не буду вспоминать. Так что такие дела. Мгм. Вам спасибо большое. Вы можете ей передать, но я... Номер телефона, может быть, передать. Или сейчас. Утром я вам рассказывала про историю с счастливым концом. Сейчас конец грустный, к сожалению. Так вот бывает. Мы сейчас пока шли по этим дворам. Нора никогда в жизни, наверное, вообще не была на Алексеевке. Может быть, была. Так мы же здесь когда-то куртку покупали несколько А, лет да, назад. да. Года 4 уже назад. Ну да. Года 4 назад Нора здесь была. И как тебе дворы? Другой немного формат. Как солнцестояние, ощущение, фильм такой есть. А что там было в солнцестоянии? Ну, такой недавно, 2019 вроде. Ну, 2000 какого-то года. Вот, знаешь, там какие-то маски висели, здесь ощущение, здесь людей, знаешь, сжигаются, скалы бросают. Там. Ритуалы проводят, да, обряды. Да. Здесь живут. Нет. На самом деле хороший райончик, мне понравилось, ухоженный. Ухаживают за клумбами. Просто отличается жизнь, да, от Москалевки, допустим. Такие вот дома отличаются, многоэтажные. Ну вот и все, друзья. Всем хорошего, доброго, тихого вечера. Сладких снов. Не забывайте поставить видео лайк, хоть это бывает и сложно. И подписаться на канал, кто еще не подписался.